305 дней понадобилось биткоину, чтобы вернуться на уровень 30 тысяч долларов. Да, мы этого ждали, это произошло, и биткоин наконец-то пробил 30 тысяч, что является вторым психологическим уровнем после 20 тысяч, которые мы прошли 3 месяца назад. Конечно, это очень значимое событие, ведь как всегда биткоин потянул за собой весь рынок крипты, из-за чего практически каждая монета в начале этой недели показала хорошие проценты роста после 3-недельной паузы. Причины такого роста, конечно же, есть, и связаны они в первую очередь с экономической обстановкой в США. Ведь индекс доллара по-прежнему продолжает падать, а уровень инфляции показал рекордное снижение до 5%, что уже явно ближе к целям ФРС в 2%. Но после такого активного скачка главный вопрос заключается в том, как долго биткоин сможет удерживать уровень 30 тысяч и удержит ли он его вообще. Это, конечно же, будет зависеть от будущих экономических отчетов, которые в свою очередь повлияют на решение ФРС. Ведь на заседании 3 мая Джером Пауэлл должен установить новую процентную ставку. А если промежуточные отчеты будут указывать на замедление роста инфляции и увеличение безработицы, ставки начнут снижаться, из-за чего крипта и фондовый рынок продолжат свой рост. Ну а как оно будет на самом деле, мы разберем в этом видео. Сегодня мы с вами поговорим о биткоине, на основе теханализа обсудим его будущее движение, разберем, какие отчеты нас ожидают в ближайшее время, уделим внимание банкам, которые на днях отчитаются за потерю более 100 миллиардов долларов, а также сделаем сильный упор именно на ИПЦ, ведь он является отличным индикатором не только для оценки состояния экономики, но и для будущего движения криптовалюты. Поэтому перед просмотром поставьте видео лайк, если вы желаете увидеть ролик с прогнозом на 3 мая, а также смотрите видео до конца, чтобы узнать, будет ли биткоин стоить 35 тысяч долларов в ближайшее время. Желаю вам приятного просмотра, мы начинаем. Всем привет, друзья! Меня зовут Влад, и я рад вас видеть на канале Coin22. Вчера в нашем телеграм-канале мы опубликовали отчет по ИПЦ за март, который показал, что рост инфляции снизился до 5%, из-за чего, как мы и прогнозировали ранее, биткоин вырос выше 30 тысяч. Тем не менее, ИПЦ это далеко не единственный отчет, на который обращает внимание ФРС, поэтому нам также стоит следить и за другими данными, такими как базовый индекс розничных продаж, который опубликуют уже завтра, индекс производительной активности 20 числа, а также индекс доверия потребителей. И все эти отчеты, конечно же, повлияют на решение ФРС 3 мая. А чтобы вы не тратили время на поиск этих отчетов, мы специально для вас опубликуем их в нашем телеграм-канале, где дополнительно вы сможете найти все самые важные новости, которые мы публикуем 24/7. Так что подписывайтесь. Но все же более пристальное внимание следует уделить именно вчерашнему ИПЦ. Так вот, данные показали, что ИПЦ за март вырос на 0,1% по сравнению с оценкой Dow Jones в 0,2% и на 5% по сравнению с прошлым годом, хотя прогнозы были на уровне 5,2%, а вот базовый ИПЦ увеличился на 0,4% в месячном и на 5,6% в годовом исчислении, что полностью соответствовало прогнозам. Как вы могли заметить, ИПЦ делится на два типа, а именно на базовый и общий. Хоть и оба из них показывают уровень инфляции, но отличаются они тем, что общий ИПЦ включает рост цен на все товары и услуги, в то время как базовый ИПЦ включает все, кроме роста цен на бензин и продукты питания. И это очень важно, потому что цены на продукты и топливо нестабильны и меняются каждый день. Вот поэтому базовый ИПЦ, который отражает более долгосрочные тенденции, вырос на 0,4% по сравнению с февралем после роста на 0,5% в предыдущем месяце. Это увеличило годовой прирост с 5,5% до 5,6%. И для общего понимания ФРС больше смотрит именно на базовый ИПЦ, а не на общую инфляцию. Также нужно учитывать те секторы услуг или товаров, которые показывают самый сильный рост. Например, снижение цен на энергоносители на 3,5% и неизмененный индекс продовольственных товаров помогли сдержать общий уровень инфляции. Цены на еду упали на 0,3%, что стало первым падением с сентября 2020 года, хотя по сравнению с прошлым годом они все еще выросли на 8,4%. Также увеличение стоимости жилья на 0,6% было наименьшим приростом с ноября, а жилье, на секундочку, составляет около 1/3 в росте ИПЦ, и за ним внимательно следит ФРС. Хоть эти
эти данные и показали, что инфляция по-прежнему намного выше того уровня, который желает увидеть ФРС, а именно в 2%, тем не менее она демонстрирует хорошие признаки замедления. А теперь резонный вопрос, что после таких данных будет делать ФРС? Учитывая рост базовой инфляции, это вероятно заставит ФРС придерживаться своего старого плана по повышению процентной ставки еще на 0,25% в мае, ограничивая повышение на 5%. Но в связи с крахом банка Силиконовой долины, ребята из ФРС заявили, что они, вероятно, остановятся на этом этапе, чтобы оценить влияние кризиса на экономику. Дополнительно ключевым показателем, на который смотрит ФРС, является рынок труда. Нехватка рабочих мест помогла поднять заработную плату и цены, и в последние месяцы ситуация немного улучшилась. В марте число занятых увеличилось на 236 тысяч, что является наименьшим ростом с декабря 2020 года, и ФРС надеется, что она сможет скорректировать политику таким образом, чтобы замедление, которое она пытается спровоцировать на рынке труда, не привело экономику к рецессии. Собственно, падение инфляции и доллара в сочетании с ожиданиями, что банковский кризис, который начался в марте, заставит ФРС приостановить повышение ставок, повлияли на рост биткоина до 30 тысяч. А за счет того, что биткоин положительно повлиял на другие монеты, участники нашей подписки Coin22 Pro заработали от 20% на росте монеты Litecoin, от 25% на активном восстановлении BNB, от 35% на пампе монеты AVAX, и таким образом зарабатывать может каждый из вас. Подписка Pro – это аналитический сервис от команды аналитиков Coin22, которая уже на протяжении более полугода предоставляет прибыльный анализ рынка для заработка на криптовалюте. Ведь 90% успеха в трейдинге зависят именно от профессионального и качественного анализа рынка, который вы можете получать благодаря подписке Pro. А также, если ты новичок и желаешь начать зарабатывать на крипте, мы предоставим для тебя приятные бонусы в виде подробного обучения абсолютно с нуля, чтобы ты с легкостью смог открыть любую сделку и получить прибыль. Сейчас рынок очень активный, что позволяет нам зарабатывать гораздо больше, чем в обычное время, поэтому упускать такую возможность точно не стоит. Если ты желаешь начать зарабатывать вместе с нами, присоединяйся к подписке Pro по ссылке в описании. После вчерашнего ИПЦ также были опубликованы протоколы ФОМС. Это краткие тезисы заседания Федерального комитета по открытым рынкам, в котором определяется монетарная политика США. И согласно данным от ФРБ, последствия банковского кризиса могут привести к рецессии экономики в конце этого года. Прогнозы после заседания показали, что чиновники ФРС ожидают рост ВВП всего на 0,4% за весь 2023 год, учитывая, что прогнозы ФРБ показывают рост в первом квартале около 2,2%. И это указывает на серьезный откат в конце этого года. Но будем честны, такая вещь как рецессия условно началась еще год назад, когда мы 5 месяцев подряд наблюдали ВВП ниже нуля. Тем не менее, если взять вчерашний ИПЦ, то на данный момент он в принципе соответствует целям ФРС. Также немаловажные данные мы должны получить начиная с 14 апреля, ведь самые крупные американские банки начнут отчитываться за доходность в первом квартале 2023 года. И я думаю, мне не стоит напоминать, что было с банками в первом квартале. По прогнозам аналитиков, в первом квартале клиенты вывели почти $100 миллиардов из розничных банков большой четверки, таких как JP Morgan, Bank of America, Citi и Wells Fargo. И как сказал аналитик Джейсон Голдберг, главное, второе или третье, зачем стоит следить в этом квартале, это депозиты, депозиты и еще раз депозиты. Как правило, депозиты являются самым дешевым источником финансирования для банков, и их сокращение может сильно ограничить кредитование. Крупные банки неуклонно теряли депозиты в течение последних 12 месяцев, поскольку ФРС каждый месяц повышала процентные ставки. JP Morgan, Citi и Wells Fargo сообщают о доходах в пятницу, а за ним последует Bank of America 18 апреля. Ожидается, что прибыль на акцию 6 крупнейших банков США снизится примерно на 10% по сравнению с прошлым годом. И аналитики ожидают, что больше всего вырастут доходы банков с крупными розничными операциями, а именно JP Morgan, Bank of America, Citi и Wells. До краха SVB и других банков депозиты утекали из банковской системы в более доходные активы, такие как фонды, акции и криптовалюту, потому что многие банки не предлагали вкладчикам значительно высокие ставки. Это увеличило размер прибыли от кредитования, но снятие средств заставило банки поднять свои так называемые депозитные бета-версии, которые измеряют, какую часть любого повышения процентных ставок кредиторы ожидают передать клиентам. Если ставки останутся высокими, банкам придется довольствоваться либо низким уровнем депозитов, либо начать предлагать клиентам более высокие ставки. Но в любом случае доход банков будет снижаться. А последние данные ФРС показывают, что с 8 марта
марта, когда опасения по поводу CFB достигли пика, 25 крупнейших банков США вложили около 73 миллиардов долларов. Небольшие банки состояния менее 85 миллиардов долларов за тот же период времени потеряли около 206 миллиардов. Поэтому все инвесторы будут тщательно изучать балансы, чтобы определить, какие кредиторы привлекли или потеряли депозиты во время мартовского банковского кризиса, а также для оценки его влияния на кредитование и экономику США. Опасения по поводу уровня банковского капитала и ликвидности, вероятно, сохранятся по крайней мере в течение следующих нескольких месяцев. Но несмотря на эти опасения, ФРС хорошо поработала и спасла банки миллиардами долларов ликвидности, из-за чего проблемы по поводу кризиса более-менее решены. Перейдя к анализу биткоина, хочу сразу отметить, что не все успевают смотреть наши ролики в день их публикации. И как показывает практика прошлых видео, наш теханализ больше подходит именно для трейдеров. Ведь если вы холдер, то понятное дело, что вам, как и нам, пока продавать биткоин и альткоины не стоит. Мы в каждом прогнозе предоставляем именно два сценария и указываем на ключевые уровни, где больше всего биткоин накапливают и продают. Поэтому давайте разберем, что нас ждет после 30 тысяч. Биткоин после недавнего последнего подъема за несколько минут достиг годового максимума выше 30,5 тысяч. И сейчас мы можем заметить начало консолидации, которая скорее всего будет наблюдаться до тех пор, пока не объявят процентные ставки. И стоит отметить, что такой рост был спровоцирован минимальным объемом торгов, что отличается от предыдущего движения, которое было с 20 до 27 тысяч. Таким образом, можно сказать, что медведи, возможно, признают рост цены и не будут действовать, пока биткоин не достигнет 32 тысяч. И в таком случае давайте разберем ключевые уровни, за которыми нужно внимательно следить, чтобы успеть за изменением тренда. На графике вырисовывается вероятная коррекция до 27 тысяч и ниже. Это может ликвидировать трейдеров, использующих кредитные плечи, и будет получено огромное количество ликвидностей. Но когда все ждут биткоин на том или ином уровне, он очень редко туда опускается. И в ходе этой коррекции цена биткоина в долгосрочной перспективе может достичь от 30 до 35 тысяч. Если взять более короткие рамки, то цена биткоина скорее всего останется в консолидации и продолжит торговаться в диапазоне 30 тысяч и выше, как это было ранее на уровне 27 и 28. Если цена пробьет ключевую поддержку на уровне 2800, то может начаться медвежий тренд. Но пока цена торгуется выше этих уровней, это можно считать краткосрочным разворотом, который может отскочить с притоком значительной ликвидности. И при достижении промежуточного сопротивления на уровне 30700 появляется возможность сохранить хороший подъем. Это то, что можно сказать по биткоину на данный момент при нынешних экономических условиях. И пока самой важной датой остается 3 мая, когда опубликуют ставку. Конечно, ее с 99,9% вероятностью повысят на 0,25%, что не должно остановить рост биткоина. Но все мы знаем, что такое крипта. Сегодня-завтра Америка запрещает очередную биржу, или SEC подает очередное судебное заявление, и серьезное падение будет обеспечено. Но лично я, учитывая все экономические факторы, считаю, что с таким потенциалом биткоин сможет достичь 35 тысяч. Но для этого потребуется время. И если вы холдер, то продолжайте накапливать, и с отступлением инфляции биткоин будет по 35 тысяч. Ситуация, конечно же, может измениться, поэтому, чтобы не пропускать актуальные события и новости, рекомендую вам подписаться на наш телеграм-канал, где мы постоянно на связи. В комментариях поделитесь вашими мыслями насчет биткоина и кликайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Спасибо вам за просмотр, всем пока!